все прогрессивное человечество, которое с утра посмотрело мой ролик о том, что начудил телеканал СТБ, освещая ситуацию в городах Донбасса, помнит мою фразу о том, что Алексей Смирнов, российский волонтер, обещал мне предоставить еще некое видео, которое должно было показать отношение жителей к тому, что, в общем-то, разместил телеканал СТБ. А я получил от него намного круче видео. На самом деле, то, как журналистка снимала, и то, что ей рассказывали, снимали параллельно умные ребята. Поэтому вот так вот все начиналось. Батальон, который занимается помощью вывозом беженцев, спасаем людей из подвалов, много случаев, там детишек спасаем, вывозим раненых, мирных жителей, то есть в основном мирных жителей помогаем. Ну, вы добровольно спасали? Конечно, мы приехали добровольно для того, чтобы спасать людей. Ну, понятно, в сюжет это не вошло. Не вошло в сюжет и вот это. Уважаемый Порошенко Петр Алексеевич, пожалуйста, посмотрите со своего Киева, там, где вы сидите, на нас, на наше Дебальцево, несчастное. Как мы раньше жили, как мы теперь живем. Что вы сделали с нашим городом, с нашими детьми, с нашими домами. Вы приедьте на минуту и посмотрите, что у нас. Ну, нехорошо как-то передавать такие приветы Порошенко на украинском телеканале. Посадить могут или редакцию сжечь, правда? Не вошло в сюжет и вот это. 8-й месяц. Не можем выйти, потому что еще не совсем тихо, боимся. Разбили у нас в квартире отопление, унитаз. И холодно очень. И вот в таких это условия еще у нас хорошие, как говорится. Самые... И эта женщина, с которой общалась журналистка СТБ, как-то почему-то не попала в сюжет. Вот был комендант. Я просто наклоняюсь как мать в ноги. Он мне помог ребенку и лекарства достать. И вот, что я могу сказать? Что там его мировоззрение, как он для себя решил, но нас он не обижал здесь. Благодаря ему вот у нас тут и военные, только благодарность им. Вы всегда поддерживали ДНР? Да, мы голосовали, 96% Дебальцева голосовали за ДНР. А сейчас чего вы хотите сейчас, что здесь? Миром. Чтобы стреляли, очень страшно. Очень страшно, когда стреляют. И стреляют, понимаете, как стреляют, отъезжают танки и разворачиваются и стреляют по городу, бьют город. А потом говорят, это террористы, вы все террористы, вас всех убить надо. Вот это на городе было страшно. Вот этот момент, где она рассказывает о материальной помощи, не пошел в сюжет. Но она вообще, честно говоря, не пошла в сюжет. Понятно почему, да? Слушаем. По 1000 гривен, и то не все в базе данных есть, я не получила, потому что у меня нет в базе данных, не знаю почему, в базе данных славянских. Это уже помощь от ДНР, правильно? Да, ДНР. Да, и тем не менее этот вопрос решается. Сегодня заммэра по социальной политике обещала решить и должны выплатить. И вот это не пошло в сюжет, хотя журналистка, вы посмотрите, она явно под впечатлением, сдерживает слезы. Две девчонки играются, моя внучка, его девочка говорит, стирай быстрее, пока не стреляют. А потом расстреляют, смотри, расстреляют, ложись на пол. Внучка 5-й день ходит в садик. Там сейчас психологи с понедельника будут с Донецка. Девочка, конечно, умница, все, боится и психика нарушена у ребенка. И эти реалии быта также прошли мимо украинского телезрителя. У нас 3 семьи. Вот двое и мы двое. 6 человек. С сентября месяца. Дома стекла побиты, ни одного окна целого, холодно. Свету только дали, воды ничего еще нету. Тут хоть ниоткуда не дует. Вот мы пока тут находимся. Ну все, берегите себя. Аккуратненько. Спасибо вам большое, что вы зашли на нашу сторону. А то бомбоубежище дорогу знают, все время идут и идут, а к нам никто. Ну все, мы теперь поможем. Ну, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А что же пошло в сюжет? Что пошло в сюжет, то вы можете найти, в общем-то, это не проблема. В сюжет пошло то, что я показал в предыдущем видеоблоге. И после этого задаются какие вопросы, почему там не любят украинских журналистов, почему так мало украинских журналистов получают аккредитацию, почему то, почему это. Делать выводы под такого рода видеоблогами я считаю глупым, сделайте вывод сами.